Друзья, сегодня мы с вами будем делать такие замечательные розы. Напишите в комментариях, в каком цвете розы вам нравится больше всего. Ну а прямо сейчас доставайте ленту репсовую 3,8 см шириной и будем нарезать на отрезки по 9 см. Отрезков должно получиться 10 штук. Делим их на 2, 3 и 5. Каждый отрезок складываем и прошиваем по типу камелии, только по центру появляется дополнительный стежок. Внимание! Полезная информация! Я расскажу, как покупать в интернет-магазинах выгодно. Выгодно – это когда часть затраченных вами средств возвращается вам назад. Все, что необходимо для этого сделать – зайти на сайт или скачать приложение на телефон Smarty Sale, зарегистрироваться и выбрать магазин, в котором вы хотите совершить вашу покупку. Магазинов, кстати, там более 1200. После получения заказа на ваш счет поступают денежки. Очень удобно, что можно вывести даже маленькие суммы. У меня набегает несколько долларов, и я ложу их себе на телефон. Если хотите, можно вывести на карточку или потратить в интернете. Удачных вам покупок! Прошив первых 2 лепестка, стягиваем за нить и завязываем достаточно крепко. Прошив 3 лепесточка, оставляем в центре примерно сантиметр. У 5 лепесточков также оставляем отверстие в сантиметр. Лепесточки будем делать из ленты 2,5 см шириной. Нарезаем ленту на отрезки по 7,5 см. Складываем пополам и по диагонали разрезаем. Запаиваем часть, которая остается у нас в руках. Нижнюю часть лепестка отрезаем, обрабатываем огнем и заполняем клеем. Нам понадобится 3 таких лепестка, которые мы склеиваем между собой. Для украшения нашей розочки мы берем бусины и флористическую проволоку 0,3 сантиметра. Отрезаем отрезок примерно 25 сантиметров. Нанизываем бусины на проволоку и скручиваем, как показано в видео. Проще делать отдельные детали, а потом собирать их в единую композицию.
Так я и сделала. Приклеиваю композицию из бусин к листочкам и закрепляю фетром. Приступаю к сборке нашей розочки. Первую заготовку, в которой 2 лепестка, выворачиваю наружной стороной внутрь и нижнюю часть продеваю во вторую заготовку. Обильно промазываю клеем и соединяю все детали вместе. Плотно прижимаю и при необходимости добавляю немного клея с обратной стороны. Все, что нам остается, это приклеить листочки и резиночку. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, потому что впереди нас ждет еще очень много интересных мастер-классов. Если вам понравилось это видео, пишите в комментариях и не забывайте делиться им со своими друзьями. До новых встреч! Пока-пока!